Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать сегодня на нашем прекраснейшем канале. Мир осознанности и пробуждения, способностей, любви к окружающему всему миру. Сегодня я хотел вам немного рассказать об осознанности. Что такое человек спит? И мы часто употребляем такое слово «человек еще спит, не пробудился». Это очень красивые, прекрасные души, которые только созревают. И они прекрасны, как дети. Даже не важно, сколько лет этому человеку, 10 или 100. Пробуждение происходит у каждого постепенно и в меру его желания и способностей. В первую очередь это желание, жажда знаний, жажда познаний и жажда любить. Эти волшебные ингредиенты сделают вашу жизнь красивой, пробужденной, великолепной, нереально сказочной. Не на экранах, а в реальности, в вашей реальности, в вашем фильме жизни. Когда люди неосознанные, они не видят мир живым. Это самый важный аспект. И они допускают очень много ошибок на своем пути, за которые потом расплачиваются. Что значит мир живой? Мир живой – это значит то, что вокруг вас все одухотворено одной неделимой энергией. Энергией Создателя, которая оживляет вас сейчас, которая оживляет меня сейчас, не когда-то. Я рождаюсь сейчас в моменте, не вчера, не позавчера, я сейчас рождаюсь. Сейчас, каждую секунду происходит мое день рождения. Мне не надо ждать моего дня рождения. У меня день рождения каждую секунду, каждый момент, в каждом прекрасном мгновении. Соответственно, у меня день рождения постоянно, не прекращается. Потому что есть глубокое понимание, что я жив сейчас, и меня сейчас оживляет энергия. Я сам это не делаю. Это делает Создатель. И он оживляет все вокруг. У осознанного человека это не только на словах. Это в миропонимании, в мироощущении, в его поступках и действиях. Это не значит совсем, что каждый человек, которого встретите, да, это живой, это я ему должен там служить или кланяться, или улыбаться. Нет, это игра жизни совсем другая. Она намного вкуснее, она намного интереснее и намного глубже, чем вы можете себе представить. Когда человек осознанный, он может уже видеть все живым и неделимым. Соответственно, он не допускает глупости, он не думает ни на кого плохо, он живет в полном принятии, он не обижается, не злится. Да, какие-то моменты могут случаться в жизни, мало ли, вы знаете, вот сколько чудес бывает случается. Но эта жизнь так взаимодействует с каждым из нас. Она нас пробуждает, она нас учит, потому что она же тоже в нас живет. Это такая, знаете, игра неописуемая, красивая. Осознанность. Люди непробужденные, они допускают много ошибок. Они хотят выгоды, они хотят завладеть, они хотят, чтобы было мое. Вот смотрите на меня. Я не хочу, чтобы было мое. У меня весь мир. Зачем мне чего-то хотеть? А если чего-то я и желаю, там, может быть, какую-то новую камеру, новый лаптоп, я выполняю условия этой игры. Мне надо работать, мне надо что-то делать, чтобы заработать эту деньгу. Честным, разумным трудом. Потому что жизнь я не буду обманывать, понимаете?
Нет смысла, это очень глупо. Обманывать жизнь. Вы обманете всегда только себя. Жизнь невозможно обмануть. Она же вас оживляет сейчас. Вот неосознанный человек допускает очень много ошибок. Неосознанных людей очень много на Земле. Очень. Очень-очень. Но большое количество сейчас желает пробудиться. Есть двери, которые помогают человеку прийти к осознанности. Я это открыто заявляю. Без всякого стеснения, без всякого чего. Потому что я это могу сделать. Это я просто проводник энергии через Миши. Это не вот эта вот голова и эти ноги. Это та энергия, которая говорит через него. Она может это сделать, не Миша. У меня сейчас, знаете, всплыла в голове идея, кто знал меня со школы, в юности. У них просто не складывается картинка, о чем я сейчас говорю. Я уверен. Потому что я был совсем другой человек. От того человека осталась только картинка. Вот эту, которую вы видите. А внутренность абсолютно другая. Начинка этой машины совсем другая, не та, которая была раньше. Это не хуже, не лучше. Но когда была старая начинка, я испытывал те ощущения, где я жил. Когда новая начинка, поверьте, компьютер работает круто, счастлив, не передать словами. Вот осознанность. Осознанность – это и есть тот путь познания себя в этом мире. Но он поступенчатый. Любому, кто меня смотрит, я сразу скажу, не ждите легких результатов. Если вы думаете, что от гуру, от какого-то вы получите легких результатов, я скажу вам честно, или личность уже созрела, она готова пробудиться, да, учитель способен это сделать. Но если личность еще не созревшая, вы возле гуру хоть 100 лет сидите, он будет вашей энергией своей вас подпитывать, но вы должны будете служить деньгами большими и затратами. Когда в это время вы можете учиться, понимаете, и тренироваться, и стать потом сами в том состоянии, как любой гуру. Но это кропотливый труд каждого из вас над самим собой. Вернемся к осознанности. Многие люди не видят жизнь живой. Это парадоксально. Физики все доказывают, но в сознании у человека еще не выработалось то понимание, что окружающий мир, он такой же живой, он не глупый. Там тоже все процессы оригинальные происходят в листочке, в реке, в воздухе, такие же, как в нашем организме, потому что мы неотъемлемая часть его. Мы неотъемлемая часть Земли, энергии Земли, понимаете? Мы не отдельный организм, как печень, желудок, сердце, ноги, почки. Мы единый организм, со всем живым, что вы соприкасаетесь. Соответственно, когда человек приходит к осознанности, он не нарушает законов, он не вредит, почка не вредит сердцу, сердце не вредит легким, понимаете? Работает как единый механизм. Сердцу незачем легкое осуждать, понимаете? Почки незачем волос вот этот осуждать, что он какой-то не такой, растет не в том месте, и условия для него жизни совсем другие, и вот тут он тепло, а я там в закрытом помещении нахожусь, понимаете? Это другое. Это когда ты себя осознал, и ты начинаешь жить в живом, сказочном, даже я могу сказать не сказочном, а реальном мире. Потому что люди очень закрыты в своем понимании мира. Это неплохо, нехорошо, это такая игра. Но она тем и становится интереснее, чем больше людей закрыты, не понимают, что происходит. Каждый играет в свою ограниченную игру понимания жизни, тем она интереснее, тем ты ходишь и думаешь, так, никого нету пробужденного, эта жизнь такая интересная. Понимаете? Кто-то там что-то думает, кто-то хочет, и такой, вау, это круто. Ну, как реальный фильм, понимаете? Реальный живой фильм. 24 часа в сутки. Я фильмы не смотрю. Не потому, что я их не люблю, я раньше любил.
А потом у меня жил фильм, понимаете? И нет смысла смотреть какой-то фильм извне. Но я могу посмотреть, если будет компания интересная или какой-то фильм такой, что новые строки в моем подсознании будет открывать, потому что они не ограничены. А фильмов сейчас очень много крутых, время просто нету смотреть их. Но осознанность. Вернемся к осознанности. Осознанному человеку важно осознать, что жизнь живая. Вредить некому, ни соседу, ни другу. Можно с ними дружить и жить в дружбе. Это первый шаг к пониманию, что жизнь живая. Нет смысла вредить, нет смысла завоевывать. Понимаете, вы купите дом, храм, что угодно у вас, вы ходите, король, земля, там я владею миллиардами, Илон Маск, я там то-то, то-то. Понимаете? Внутренний мир делает вас богатым. Я никому не завидую, понимаете? Каждый находится на своем месте и играет свою игру. Если у меня есть уже понимание, что он неотделим от меня, зачем мне ему завидовать? Да пусть свою игру играет, у меня своя крутая игра. Он не может, что я могу, понимаете? Не может. И многие, кто смотрит меня, тоже, будь то готовиться к пробуждению, то-то будет. Вы не можете, многие, то, что я могу. Я могу это сказать открыто, потому что я-то как всю жизнь работал на сцене и дарил людям любовь и радость, я понимаю и трезво взвешиваю, что я могу, а что не могу. Если я это не могу, я говорю, блин, я это не могу, я хочу это научиться. Я жажду научиться. Познать это круто, но не всегда получается, это может быть то, не то-то, то-то. Но это не делает меня, что я должен завидовать или стремиться к тому человеку, кто это умеет. Я просто наблюдаю. Нахожусь я в этом месте или в каком-то другом месте на планете Земля, даже во Вселенной, оно для меня лучше не будет. Или хуже. Я всегда там, где нахожусь. И я счастлив в этом. И я желаю, чтобы каждый неосознанный человек обрел это счастье в своей душе, эту красоту, эту безграничность и удовлетворенность в этом моменте. Я понимаю, что находится сейчас каждый в разных ситуациях. И это очень понимаю, потому что я тоже всегда нахожусь в разных ситуациях. Я не только сижу на этом месте, поверьте. По всей планете Земля, и меня никто не возит. Меня никто не кормит. Я все деньги зарабатываю своим трудом. Все. И где я перемещаюсь, это заработанное моим трудом то, что я дарил людям любовь. Я ни у кого не украл ничего. Я ни у кого не просил ничего. Я понимаю смысл игры. Мне лишнего не надо. Только что принадлежит мне, пусть будет у меня. Что не принадлежит мне, мне оно даже и не... Вот понимаете, у меня нет чувства, что оно мне надо. Пусть оно все будет у вас. Пусть будет вот этот прекрасный стол, насыщенный у вас. Только вместе с осознанностью и просветлением. Тогда вы будете поистине счастливы. И уходя с земли, вы скажете: спасибо, родной дом, за эту прекрасную игру жизни. Всем мира добра. Я вас люблю и обнимаю.